Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 1 февраля. Друзья, у нас это будет новолуние, знаки зодиака Водолей, поэтому обязательно проведите эту практику, напишите это на бумаге и скажите определенные слова. Что это за слова и почему именно 1 февраля? Далее в этом видео обязательно просмотрите это видео от начала до конца, чтобы не пропустить ничего важного. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, 1 февраля совсем близко, и у нас 8 часов 49 минут по московскому времени произойдет новолуние в знаке зодиака Водолей. Это же, друзья, и новолуние является лунным китайским Новым годом, и это очень сильный день в году. Это новолуние происходит рождение года, которое все мы с вами и будем отмечать как год тигра. И вы знаете, если мы вернемся в Китай, то по мнению китайцев это будет первый весенний день, когда происходит пробуждение природы, оживает земля и хранимые ей ростки жизни. И у нас это новолуние, как мы уже сказали, пройдет в знаке зодиака Водолей. А Водолей – это знак зодиака, который связан с нашими желаниями, которые выходят за рамки привычной действительности и помогают расширить наши границы. Поэтому обязательно и 1 февраля, и 2 февраля загадывайте желания. Только, пожалуйста, мыслите масштабно, глобально и даже фантастично. И тогда все исполнится в вашей жизни. Когда у нас с вами происходит новолуние на нашей планете, то есть у нас с вами рождается новая энергия, и все мы должны подстроиться под ее вибрации, если планируем прожить месяц в гармонии со Вселенной. Помните, что наши все желания, мечты должны быть истинными. Вы спросите, почему? Дело в том, что у нас сейчас с вами ретроградный Меркурий, поэтому будьте внимательны. Итак, в это новолуние строим планы, загадываем желания для того, чтобы энергия на реализацию задуманного росла вместе с энергией Луны. Что очень такого важного нужно знать каждому из нас в это новолуние 1 февраля? Ну, во-первых, именно 1 февраля у нас с вами наступает сам китайский Новый год и год тигра, которые многие пытаются встретить в ночь с 31 января на 1 февраля. И, конечно же, наступление Нового года, года тигра, добавляет энергии на реализацию задуманного. Во-вторых, новолуние само по себе очень благоприятно. Новолуние Водолея способствует началу нового. И еще на небе будет замечательная у нас гармоничная фигура из Марса, Венеры, Юпитера и Урана. Уран – это у нас все новое, Венера – это у нас любовь, деньги, Марс – это у нас действие и бизнес, и Юпитер – это деньги, это реализация и наша духовность. И все вот это вместе гармонично находятся между собой, поэтому стройте самые разнообразные планы и на деньги, и на карьеру, и на любовь, и на рост, в том числе как духовный, так и эмоциональный. Просто, вы знаете, чудесное новолуние. Главное, будьте готовы потом постараться для реализации всего задуманного. И это новолуние, конечно же, чудесное, но не волшебная палочка. Вы это должны осознавать и понимать. Просто загадать желание, сидеть в ожидании просто не получится и не сработает. Новолуние Водолея обещает нам удачу и возможность заложить фундамент во всем, что связано у нас с дружбой, с общением, с объединениями в группы для достижения важных и мощных результатов. И, конечно же, для долгосрочного планирования своего будущего.
Обращаем ваше внимание, что таким воздушным знаком, как весы, близнецы, вам очень повезет, вы должны об этом знать. Также шансы есть у стрельцов и овнов. А вот скорпионам нужно быть очень осторожными в это новолуние. Тельцам, уважаемые тельцы, у вас постоянно в это новолуние будет идти все вопреки вашим планам. Львам, уважаемые львы, настройтесь на партнерство, и вы должны об этом точно подумать. Конечно же, подумать о себе и наметить план не только на какой-то месяц, но и на вперед следует водолеям. Уважаемые водолеи, для вас это чуть ли не самое, наверное, главное новолуние всего года. Что очень важно сделать в это новолуние? Это прописать свои планы на будущее, прописать свои таланты и обдумайте, как вы можете это реализовать. Если вы работаете в команде единомышленников, запланируйте работу, где каждый будет понимать, осознавать, что он действует, что он делает, для того, чтобы он был задействован в реализации одной цели. Будьте готовыми и к принятию быстрых и нестандартных решений. Обязательно прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Избавьтесь на этот период от любых вредных привычек. Займитесь творчеством и по возможности, и вообще-то это даже мы рекомендуем, проведите время с семьей и близкими друзьями. Нежелательно 1 февраля проводить какие-либо плановые хирургические операции, подписывать важные документы, проводить финансовые операции, а также давать и брать деньги в долг. Не занимайтесь косметическими процедурами и не нужно переедать и злоупотреблять алкоголь. Обращаем ваше внимание. Кроме того, вы должны понять и то, что впервые за долгое время абсолютно все планеты находятся в прямом движении. Именно те планеты, которые очень имеют на нас очень важное значение. А значит, все наши начинания будут набирать обороты с ускорением. И это новолуние еще проиграет тему отношений и тему денег, финансов. Поэтому эти именно две сферы, сфера отношений и финансов, будут иметь особую поддержку со стороны планет. Поэтому есть вероятность неожиданного и очень удачного партнерства, появления новых финансовых перспектив и возможностей. Но вы должны понимать, что эффективность будет напрямую связано с нашими инициативами, с нашими активными действиями и четким представлением о будущем. Но обращаем ваше внимание, что новолуние это будет не самое удачное для резких необдуманных действий, для каких-то конфликтов, для выяснения отношений, а также для тех, кто сам не знает, куда он идет. А еще именно 2 февраля, забегая немножко наперед, хотим сказать о том, что энергия новолуния будет только потихонечку набирать свою силу. И у нас еще 2 февраля складывается достаточно интересная дата, 2/2022. И это еще усиливает многие наши задачи, которые мы с вами можем решить, и значит добиться важных результатов. И очень важно, что вы 1 февраля избавились от всего ненужного в своем голове и в своем сердце. Поэтому именно 1 февраля, когда вам будет удобно, когда вам будет комфортно, потому что у нас новолуние наступит в 8 часов 49 минут по московскому времени. Если вы же проживаете в другом часовом поясе, пожалуйста, плюсуйте, отнимайте. И очень важно, чтобы вы нарисовали или записали на бумаге то, что вы хотите убрать, удалить из своей жизни. Возможно, это обиды, возможно, это страхи, возможно, это проблемы в отношениях, возможно, проблемы с работой, с деньгами. Друзья, вы лучше себя знаете. 1 февраля в любое время после 8 часов 49 минут, после того, как наступит уже у нас официально новолуние, обязательно напишите, нарисуйте, как вам удобно, поделитесь с тем, что вас беспокоит. И после этого нужно этот листок бумаги, на котором вы пропишете все, сказать следующие слова. Когда вот вы будете сжигать этот листок, скажите: пусть все невзгоды уходят, освобождая место для нового.
Пепел отправляем, друзья, в унитаз. И, друзья, еще уже вечером 1 февраля в вечернее время обязательно, глядя в небо, 7 раз скажите следующие слова. Луна, даруй мне защиту и благополучие в течение всего будущего года. Друзья, вот такие вот практики. Теперь вы знаете, что из себя представляет это новолуние 1 февраля. Как видите, оно соединено еще с китайским Новым годом. И это будет намного мощное, потому что тигр вступает в свои законные уже права, и, соответственно, мы с вами должны подготовиться к этому периоду. Друзья, мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Заходите на наш канал, у нас на канале много важной, интересной и нужной информации. А мы с вами прощаемся, друзья, и уже услышимся в следующем видео.